Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы? Или события, которые влияют на вашу жизнь. И у нас прогноз Таро на 10 дней, на декаду, на период с 1 по 10 декабря, последний месяц уходящего года, когда мы строим планы на будущее и подводим итоги. Давайте узнаем подсказки карты. Первая у нас колода Ленорман. Мы не задаем вопросы, позволим картам раскрыть те события, которые могут произойти. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие водолеи. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Я же приглашаю вас на свой сайт. Я опубликовала планетарный гороскоп на декабрь. Надеюсь, на этой неделе опубликую планетарный гороскоп для всех знаков зодиака на 2025 год. Но перейдем к нашему раскладу. Итак, каковы события ближайшего будущего? С чем это связано? Или в какой сфере жизни больше проигрываются? Перед вами, мои дорогие водолеи, период декабря может открыть совершенно новые перспективы. Да, могут быть те моменты, когда что-то совершенно внезапно. Может быть, и будут те времена, скажем, или дни, когда вам придется себя несколько адаптировать к какой-то обстановке. Вот это я тоже так, если планетарно, не исключаю. Но давайте достанем Таро. Неожиданность. Может быть, это как раз то, что вас заставит корректировать ваши планы. Или какое-то событие, которое окажет влияние на вашу жизнь. В чем ваши сильные стороны? В чем ваша сила? В чем ваш успех? Или что помогает? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба. У кого-то документы, может быть. Энергия денег, финансы. Как на этой неделе, 10 дней обстоят дела. И личная жизнь. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же там за события. Ух, люблю эту карту, карта рыбы. Конечно, рыбы нам говорят о деньгах или решении каких-то материальных вопросов. Но надо сказать, что деньги есть, деньги будут, но еще и перспективы. Именно в этой колоде Ленорман у нас еще корабль. Такая прекрасная каравелла изображена. Один из символов Меркурия, что очень символично согласно периоду и тем энергиям, которые влияют на вас. И это у кого-то поездка, переезд, перемещение, может быть и по части работы, может быть у кого-то очень далеко вы собираетесь уехать, мои дорогие водолеи, у кого-то поближе. Но корабль это еще и исполнение желаний. Какое-то желание ваше исполняется, когда сама по себе динамика интересна вам, мои дорогие. И рыбы, кстати, тоже символизируют переезды, перемещения, передвижение какое-то. Драйв жизненный, в принципе, в эти 10 дней вам обеспечен. Но это то, что вам нравится. Вопросы дома. Может быть, у кого-то вопросы детей. И дом, буквально по аркану ребенок проходит, не случайно нам дом показан. Это как и домочадцы или родственники вашего партнера. Но и еще с учетом ребенка это какие-то ваши новые начинания. Или обновление в личной жизни тут тоже может быть. Это может быть даже у людей семейных какая-то новость именно внутрисемейная. Или то, что ваш дом вот как будто приходит. Может быть, это в вашей паре, когда вы надумаете вообще место жительства менять. И вот обновление. Так или иначе, есть какие-то обновления, которые касаются вашей личной жизни. Или, может быть, это ваш взрослый ребенок, мои дорогие, у него какие-то планы меняются. И каким-то образом вы будете, я могу предположить, или в этом участвовать, или влияние оказывает это и на вашу жизнь тоже. Но для кого-то может проиграться как работа на дому. И тогда это новая работа. Или какой-то новый проект. Опять же, обновление какое-то. Или когда вы рассматриваете новый проект и одновременно возможность работать из любой точки мира. Все же по аркану рыбы именно в этой колоде может проходить пространство, нам показано. Причем посмотрите, как и водный мир, так и буквально воздух. Вот ваша стихия. И проигрывается как и работа в интернет или посредством каких-то
новых технологий, или когда вы это изучаете, вам это становится интересно, или, может быть, много общения, мои дорогие, в интернет, у кого-то тоже и новое знакомство, и такое вполне может быть. Давайте откроем еще одну карту. Карта нас призывает к мудрости. Сова – это мудрость. И говорит, с одной стороны, как неведанное, непознанное, не должно нас останавливать. Но и с другой стороны, не должны мы действовать опрометчиво. Есть какой-то вопрос, который пока еще условно за гранью вы не видите. Или не видите какое-то продолжение. Поэтому себя должны сохранять. Есть то, что еще пока не определено в реальной жизни. Есть какие-то, может быть, предпосылки. Или это вы основываетесь на как форма вашего желания, намерения, цель. Но придется корректировать планы в чем-то. И поэтому поспешные действия, наверное, нет. Может быть, это и вы сами чувствуете. Есть какая-то сфера жизни, которая как раз таких разумных решений от вас и требует. Не торопиться с принятием самих решений, я бы сказала, а рассмотреть разные варианты и надеяться на себя. Давайте посмотрим. Вот много планов. В этой колоде 2 карты женщина и 2 карты мужчина. И вот первые 2 карты, они выглядят как наши желания. Смотрите, вот как эфир какой-то, который горит буквально. Это наше намерение. Вот мы хотим получить что-то именно с точностью, как мы это представляем. А аркан Совы говорит: стоп, вернись как бы в эту реальность и просто допусти, что ты полностью пока не можешь что-то спрогнозировать. Или обстановка вокруг тебя будет меняться, и каким образом ты пока тоже этого не можешь видеть. Поэтому перевести в реальность какую-то, что-то просчитать определенно стоит. Где-то, я бы сказала, все карты вас останавливают немножко. Или притормаживают. Есть что-то очень позитивное. Но, видимо, чтобы ваше желание на 100%, на 1000 сбылось, нужно максимально конкретизировать и адаптировать желание или самого себя в реальной жизни, или к новым условиям, или что-то просчитать, мои дорогие. Если вопросы, связанные с переездом, может быть и так, что собирались вы в одно место, а поедете в другое, или подворачивается как оказия рассмотреть иной какой-то альтернативный вариант. Вот здесь может быть какое-то альтернативное ваше решение или ваш новый интерес у кого-то и так. И поэтому с места в карьеру в это новое все же бросаться не стоит, пока вы что-то не просчитали. Надеяться на самого себя стоит. Давайте посмотрим. Может быть, нам больше раскроют эту ситуацию. Правда, у кого-то переезд. И надеемся мы сами на себя. В этой колоде вороны – это тоже как символ мудрости. С одной стороны, эта мудрость где-то вам подсказывает, что не будет как прежде, поэтому нужно идти вперед. Или нужно ехать буквально, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот у кого-то действительно просто необходимо, может быть, уехать из той местности, где вы находитесь. Меня смотрят люди из разных стран. Для кого-то поменять работу или себя где-то изменить. По этой карте мы отплываем от прежнего берега и даже не оглядываемся. Но именно в этой колоде как будто мы уже почти достигли другого берега, мои дорогие. Уже девушка наша готова выйти, сойти как будто на берег. Но впереди еще 1000 неопределенностей. И если перемещение, переезд, смена работы, не торопитесь, где-то не должно быть поспешных действий в новом коллективе, например, или в новой местности. Вам еще придется себя организовывать в каком-то новом ключе и быть готовым к неожиданностям. Для этого может и потребуется мужество. Но 6 мечей – это карта победы, это карта заслуженного успеха. И нам не говорят, что в эти 10 дней вот буквально будет этот успех какой-то. Но он может быть ошеломляющим, но постепенным. Вы постепенно достигаете вот этого успеха или вот этого берега, или исполнения своего желания. У вас, несомненно, получится, но самому быть где-то немножко настороже, или самому
хотя бы допускать мысль, что я не знаю, как отреагируют люди, например. Или я не знаю, как мало что отреагируют люди, а какая реакция последует, и ну, вдруг кто-то может пытаться мешать. Вот здесь такие тонкие нюансы мы можем где-то не просчитать, их невозможно предвидеть. Поэтому быть настороже определенно стоит. И эта карта говорит в неожиданностях. Какой-то ваш успех, он как будто как маяк для вас. Или осуществление какого-то нового направления. Совершенно неизбежно, мои дорогие. И Плутон вас словно в спину уже может толкать, это правда. Говоря, ну или призывая вас, давай действуй быстрее. Вот может быть такое. А вот есть все-таки что-то как разумная ваша часть или мудрая часть вашей души, которая может вас и останавливать, где-то сдерживать. И если вы подобные энергии чувствуете, значит, правда, детализируйте какое-то ваше намерение, цель, или пусть это предложение, или какую-то новость. Найдите дополнительную информацию. Рассмотрите альтернативный вариант от противного, что я буду делать, если что-то пойдет не так. Мои действия. Вы должны на самого себя надеяться. Девушка, показанная в лодке, она одна идет. Да, у нее хватает мужества. Она себе точно сказала, хоть камни с неба, но я все равно добьюсь успеха. Но к неожиданностям она готова. И где-то вам нужно тоже быть к этому готовыми. Давайте вашу сильную позицию. Ну вот смотрите, есть ли какие-то конкретные перемещения, смена работы, оформление, может быть, отношений. Это тот период еще, когда мы можем пересматривать трудовые договоры, брачные контракты, какие-то соглашения, важные документы. Кстати, документы по банкам, деньги, да. Может быть, закрывать какие-то кредиты. Может быть, это связано потому, что вы собираетесь уезжать, и у вас должна быть чистая какая-то история. Так вот, все то, что связано с важной бумагой, у вас должно быть прописано буквально и прочитано многократно, чтобы не было каких-то белых пятен. Надежды на авось не должно быть. Вот где-то карта об этом и говорит. И ваша сильная позиция, что вы что-то можете оформить по закону. Или получить какой-то важный документ, который вам придаст уверенности. Или в каком-то контексте надежности. Может, у кого-то виза. Вот я смотрю, может быть вполне какие-то перемещения. Но и значит, что вы будете делать в другом месте или в другой стране. Тоже просчитать что-то. Или кто вам может оказать какое-то содействие. Вот такое для себя наметить тоже было бы неплохо, насколько это возможно. По аркану справедливость может проигрываться и такое, когда... Ведь эта карта всегда причина и следствие. Если мы прежде сделали что-то хорошо, вы можете уже теперь получать какой-то итог хороший. Как то, что вы заслужили. Но с другой стороны, если вы где-то там оплошность совершили, то пространство вам может вернуть на доработку какой-то вопрос или тему, и вам тоже нужно ее закрыть. Не должно быть факторов, которые сдерживают вас именно через документы или через букву закона. Здесь все должно быть красиво, мои дорогие, как-то лаконично, в соответствии, может быть, с системой иерархии, или конкретно с буквой закона. В этом ваша сила, буквально ваша сильная позиция. Тогда закон вам помогает. Дела, работа, бизнес. Вот много информации. И есть и люди, кстати, по этой карте, на которых вы не можете понадеяться, ответственности не потребуешь. Может быть, это тот человек, который вам прежде обещал. Может быть, у него у самого поменялись планы. Ну или человек такой ненадежный, поэтому надеемся сами на себя. Более того, много информации. И правда, по кораблю, символу Меркурия, много разного, чего вы услышите за эти 10 дней. Может быть, какая-то информация вас так словно взбудоражит в приятном ключе, а ее нужно все равно проверить. Насколько она имеет место быть в реальной жизни, или насколько она буквально согласуется с законом, или какое-то предложение поступает, и тогда у себя спросить, хорошо, а как это увязывается с законом? А не буду ли я поставлен или поставлена в какую-то двойственную потом ситуацию и меры ответственности? Чтобы не было так, что вы за что-то чрезмерно отвечаете, и все на ваших плечах, единственных. Всегда нужно быть по пятерке жезлов аккуратным, с тем, что мы слышим, видим, то, что нам предлагают, потому что, опять же, надеяться на самих себя.
Или буквально перепроверяйте всю информацию, которая приходит в эти 10 дней. И нам, в общем-то, карты как раз и говорят, какие-то свои более сильные позиции нужно сохранять. Нельзя никому дать возможность помешать вам что-то осуществить. Но сделать это придется элегантно. Что же с деньгами, хотя нам сказали? Вот смотрите, по тройке мечей я называю эту карту «Здоровое равнодушие». Но явно был какой-то ляпсус именно по части денег. Может быть, он был связан с конкретным человеком. Или какая-то была история, когда вы вкладывались, а отдачи не получили никакой. И вот теперь на место этим тяжелым эмоциям или как сгустку боли приходит здоровое равнодушие. Мы уже не переживаем, но у вас выпадает на деньги. Значит, какая-то ситуация, она словно может быть повторена. Или вам могут предложить что-то такое, рядом пятерка жезлов. В чем вы уже оказывались? И карта нам говорит о чем? Да, обратите внимание, сердце уже не болит. Вот того переживания очень сильного, или, может быть, у кого-то буквально потрясение, может быть, это было связано с каким-то разрушением, или с обстановкой, на которую вы не влияли. Вы могли думать о ком-то лучше, чем он оказался. Или вы могли проживать какой-то более спокойный период жизни в прежнем этапе. А внешние события вот что-то могли разрушать. Опять же, меня смотрят люди из разных стран. И вот этот пережитый тяжелый опыт, он вам именно помогает через здоровое равнодушие. Но все же карта вам выпадает, значит, что-то может походить на прежнюю ситуацию. Или вы не должны себя повергнуть риску заново. Сердце, хоть оно и не болит, оно заштопанное нам показано. Но шрамы никуда не денешь, они останутся с нами навсегда. Но, может быть, это те необходимые где-то шрамы, как бы это грубо, может быть, и не звучало, которые нас оберегают от поспешных действий или от какого-то пролапса, от каких-то махинаторов, может быть, когда мы более внимательны будем к какому-то делу или перед тем, как мы на что-то согласимся. И это по части именно денег. Поэтому просчитывайте все, деньги как будто есть и будут, я говорила. Но, может быть, это вам предложат во что-то вложить. Может быть, это вы сами захотите, к примеру, проявив азарт, поиграть. Помните, весь период Плутона в Водолее легкие деньги опасны, азартные игры тоже. Можем проиграть в ноль все. Вот это я должна сказать. Поэтому с финансами полный контроль. Личная жизнь. Ух, рыцарь жезлов. Мне нравится всегда эта карта. Девушка такая, она прямо счастливая от того, что в жизни драйв. Нет болота, слава богу. Идем вперед. И мы готовы к неожиданности. Рыцарь жезлов, пусть у нас девушка, а не рыцарь в доспехах. Но это, знаете, когда хочется что-то осуществить. Может быть, и по части личной жизни, это внутренняя энергия, когда вы собираетесь, правда, либо в какую-то дорогу, либо предвкушаете какую-то встречу, какой-то праздник, или встречу с важным человеком для вас, которая, ну, вы ее тоже ожидали долгий период времени. Полный вперед по этой карте. Это карта ускорения. Что-то у вас может решаться быстрее, кстати, но быть внимательным и аккуратным стоит. Может быть, карта и говорит какие-то внезапные предложения или внезапная какая-то поездка. Или, может быть, вы повстречаетесь с каким-то человеком, который вас, ну, так захватит, окутает какой-то пеленой приятных эмоций, когда захочется строить планы. Но быть реалистом определенно стоит. Для себя не должны вы какого-то минуса совершить, понимаете? Драйв – это прекрасно. И даже мы по этой карте как раз и не отказываемся, а соглашаемся на какую-то поездку, переезд, путешествие, пусть недолгое или наоборот далекое. Мы рассматриваем все варианты, но в том контексте, как мы надеемся сами на себя. У кого-то переезд с вашей семьей, мои дорогие, у кого-то переезд вашего ребенка взрослого или отъезд, может быть и встреча, но сами по себе перемены, которые так или иначе каким-то образом влияют и на вашу жизнь тоже. Или какие-то внезапные события, или приезд человека к вам. Такое тоже может проиграться. Драйв, одним словом, динамика какая-то. Давайте карту совет.
У вас очень сильная позиция, мои дорогие, карта мага. Да, вы можете тоже столкнуться с такими манипуляторами, которые желают где-то свои желания подстроить под ваши именно возможности или переложить меру ответственности. Будьте внимательны, аркан справедливость. Вот все нужно делать по закону, это правда. Но это ведь карта рационального человека. И магами не рождаются, ими становятся, потому что вот эта тройка мечей, она пройдена, а может быть не раз. И вот эту вторичную ошибку или третично точно повторить не следует. Да, это энергия великого манипулятора и для вас тоже. Но обстановка где-то темновата, где-то нужно собственные планы еще причесать тоже. Потому что мы-то хотим что-то осуществить. Но это наше желание, которое в воздухе царит, а его нужно переложить на реальные рельсы или документальные какие-то важные решения, подписания, согласования. Но явно выход из даже сложного положения вы можете найти. Вы можете окончательно закрыть какую-то финансовую брешь. Вы можете осуществить далекий переезд или какую-то концепцию по вашей работе с новым видом деятельности тоже осуществить. Повторюсь, нет ничего невозможного. Но это более рациональные энергии, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.